Так, вот такие две ножки у меня связались. Теперь я уже не буду вязать на черновик, я уже буду показывать, здесь мелких деталей не будет, буду показывать, как это вяжется уже вот из пряжи Куко. Продолжаем вязание по левой ножке. И будем соединять ее с правой ногой. Так, вяжем 25 столбиков. Я провязала 25 столбиков. Теперь беру правую ножку, вот так вот ее распрямляю, вот эту часть, и смотрю, где у меня будет крючок, чтобы коленочка смотрела на вас. Вот таким образом. Это у меня получается, если считать от ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 8 петлю вставляю крючок и провязываю по правой ноге 37 столбиков. 37 и 12 столбиков у меня получается по другой ноге, по левой. Вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот получился такой большой круг. В кругу 74 петли. Надо провязать один ряд. Это будет 56, если считать от мизинца левой ноги. Провязываем один круг без изменений, 74 столбика. 57 ряд. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убавка. 15 столбиков. 15. 2 убавки. 1 убавка. 2 убавка. 15 столбиков. 15. Убавка. 16 столбиков. 2 убавки. 1, 2 вместе. 2, 2 вместе. И 10 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пятьдесят 58 ряд. 21 столбик. 1, 21. 2 убавки. 1, 2 вместе. 2, 2 вместе. 21 столбик. Убавка. 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 убавки. 1 убавка. 2 убавка. 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 убавка. Так, следующий ряд 59. Вяжем 52 столбика. 52. Оказались вот здесь между ног. Так, провязали, делаем убавку. Убавка и 8 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маркировочную ниточку. У нас 60 ряд. Мы его вяжем 51 столбик. Провязала 51 столбик, делаю убавку и до конца ряда провязываю 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 61 ряд. Провязываю 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Убавка. 26 столбиков. 26. Делаю убавку. Провязываю 14 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Делаю убавку 2 вместе и провязываю 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ряд окончен. 62 ряд. Надо провязать 49 столбиков. 49. Делаю убавку и до конца ряда провязываю 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, следующий ряд у нас 63. Нужно провязать 42 столбика. 1. Провязала 42 столбика, делаю убавку 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и делаю убавочку. Следующие 5 рядов нам надо провязать по кругу 54 столбика. То есть сейчас у нас здесь получается по кругу 54, нам надо провязать 5 рядов 64 по 68. Провязала 5 рядов. Сейчас у меня будет 69 ряд. Я буду делать убавки. 7 столбиков убавка. Буду повторять 6 раз. Последняя 6-я убавочка. Конец ряда. В ряду у меня сейчас 48 петель. Нужно провязать 7 рядов по 48 петель. С 70 по 76 ряд. 7 рядов по 48 петель вяжем.
Так, я провязала 7 рядов. Следующий у нас 77 ряд. Вяжем 1 столбик, убавка, 38 столбиков. 7 раз 38 делаю убавку и 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5 до конца ряда. У нас получилось 46 столбиков. Нужно провязать 4 ряда по 46 столбиков. С 78 по 81 ряд. Вяжем. Теперь нам нужно сделать каркас. Я отрезала проволоку. Отрезала вот с таким расчетом. Здесь будет на конце петелька. И будет сгинаться вот так вот. Вот сюда под ножку. Плюс вот эта часть от промежности до, как мы вот с вами провязали. И плюс еще какая-то вот кусочек. В общем, лучше сделать немножко больше, чем потом наращивать. Можно будет лишнее откусить. В общем, делаем вот такой вот каркас. На концах делаем петельки. Фиксируем их изолентой. Так, подгинаю эти ножки. Прикладываю. И где-то вот в районе бедер, наверное, ну, повыше. Скручивать я не люблю я эти скрутки все. Сейчас покажу, как сделаю я. А вы решайте, как вам удобнее. То ли скрутить потом эти верхние части. Я их просто вот обматываю изолентой вот эту часть. Вот. Ну, такой скелетик. Если что-то не совсем ровно, не критично. Его нужно вставить в ножки. Вот можно было и не загинать, но я для наглядности это сделала, а теперь не очень удобно вставляется. Вставляется. В общем, и синтепон зря я туда напихала. Опять же, чтобы просто показать, как эти ножки должны быть. В общем, вставляем по подошве кочергой, загинаем проволоку в ступни. И теперь нужно наполнить наполнителем
аккуратненько там в ножках распределяя, наполнить наполнителем вот нашу заготовку. Я наполнила деталь. Важно очень, не перекачивайте наполнителем. Некрасиво, это не культурист все-таки у нас. И вот эти вот ножки такие смешные, пусть вас не смущают. Мы их будем потом немножечко стягивать. В общем, еще красоту будем добавлять. Продолжаем вязать. Здесь что-то я накрутила себе. Деталь будем наполнять уже по мере вязания. Сейчас у нас будет 82 ряд. И вяжем по кругу. Раз. Так. Раз. Два. 3 столбика. Прибавка. Вам будет вязать попроще, потому что руки не на весу. Это мне в камеру, чтобы было виднее. Приходится держать на пальцах уже такую достаточно весомую деталь. Так, у нас было 3 столбика прибавка. Теперь вяжем 36 столбиков. Раз, 6. Прибавка. И 5 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5. У нас получилось 48 столбиков. И нам нужно провязать с 83 по 88 ряд 48 столбиков по кругу, без всяких изменений. Вяжем. Я провязала 6 рядов. Вот, смотрите, у меня маркер получился на середине спинки. Если у вас как-то по-другому, поправляйте. Или сделайте дополнительные петельки, или наоборот, не довязывайте ряд, чтобы вот теперь у нас вязание начиналось с середины спины. Это важно, потому что будем делать сейчас отверстие для рук в следующем ряду, и чтобы у нас потом косо все не пошло. Так, вяжем 11 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Делаем 2 воздушные петли. Не затягиваем. 2 петли пропускаем и с 3 22 столбика. 22. Снова 2 воздушные петли. Не затягиваем сильно петли. 2 петли пропускаем и с 3 11 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь нужно провязать 2 ряда по 48 петель. Вяжем вот, можете провязывать прям вот в эти петли, а можно просто 2 петли под вот эту вот арку сделать. Не критично, руки будут пришиваться, видно не будет. Главное, чтобы было 48 столбиков в кругу. Вяжем 2 ряда. Я провязала 2 ряда, и вот видите, по сравнению, вот
по сравнению с прошлыми рядами. Вот как у меня петелька убежала в сторону, я ее должна вернуть, потому что плечи будут косыми. Я делаю петлю смещения. Если вам нужно, смотрите, если убежала, тоже делаете. Если нет, значит не надо. Так, дальше вяжем. У нас будет 90 ряд. Мы провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 убавки. 1, 2 вместе. 2, 2 вместе. 3, 2 вместе. 4, 2 вместе. 16 столбиков. 1, 4 убавки. 1, 2 вместе. 2, 2 вместе. 3, 2 вместе и 4, 2 вместе. 8 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующий 91 ряд. Это вот мы плечики сейчас делаем. Следующий ряд мы провязываем 40 столбиков просто по кругу. 92 ряд. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 убавки. 1, 2 вместе. 2, 2 вместе. 3, 2 вместе. 4, 2 вместе. 12 на этот раз 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Снова делаем 4 убавки. 1, 2 вместе. 2, 2 вместе. 3, 2 вместе. 4, 2 вместе и 6 столбиков до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем без изменений по кругу. У нас в этом ряду 32 петли. Мы провязываем 32 столбика. Я провязала 32 столбика. И опять у меня убежал маркер. Я делаю петлю смещения. Сделала. Здесь работа у меня начнется. Провязываю 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Делаю 4 убавки. 1, 2, 3, 4, 8 столбиков. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 4 убавки. Раз. Два. 3. 4. 4 столбика. Раз. 2. 3. 4. У нас получилось 24 петли. И следующий ряд у нас 95, мы провязываем просто по кругу 24 столбика. И, наверное, сейчас я на паузу нажму и поднаполню свою детальку. Так, вяжем следующий ряд. Это у нас будет 96. Вяжем так: 2 столбика убавка, повторяем 6 раз. Раз, два. Первая убавка. Да, работа становится все уже. Пальцы под напряжением и слетает. Так. Раз. Два. Вторая убавка. Раз. Два. Третья. Раз. Два. Четвертая. Раз, два. Пятая. И 2 столбика. Ну, где-то там. Вот. Раз, два. И 2 вместе. 6-я убавка. У нас получилось здесь 18 столбиков. И нам нужно провязать по 18 столбиков еще 3 ряда. И ниточку обрезать. На этом наше вот туловище закончено. Я провязала шею 3 ряда, оставила ниточку для пришивания. Теперь в те отверстия, которые мы делали по 2 воздушные петли, я вставила проволоку. Точно так же на кончике сделаю петелечку и надену ручки. Так, правая ручка — это там, где пальчик сверху большой у нас. Вот так. Не попутайте руки. Делаю петельку. Фиксирую, чтобы потом не размоталось. Кто-нибудь, чтобы не накололся. Почти аккуратно.
Надеваю ручку. Немножко в ладонь уже синтепона добавила. А надо было бы, наверное, поменьше. Так. Надела ручку. И теперь смотрю, где у меня будет вторая, чтобы откусить проволоку. Не люблю замеров по линейке. Если вам проще по линейке, делайте как вам удобно. Я делаю так. Посмотрела, сейчас так где-то здесь откушу. Не запутаться в этих ниточках. И вот сейчас, когда ручка надета, я ее буду наполнять аккуратненько, крючком, помогая, чтобы было равномерно. Не перекачивайте руки. Здесь много не нужно. Если вяжете достаточно плотно, у вас и так будет такой хороший каркас из пряжи, из ниток. Жестковато. Не нужно перекачивать. Если какой-то там целлюлит возник, вот так крючочком подтянуть, поправить. Поднапихиваем туда, распределяем. Сильно не качать. Вот, мне, наверное, достаточно этого будет. И вот так по кругу, ниточку мы оставляли для пришивания, по кругу вот таким вот подшить аккуратненько. И вторую ручку сделать, ну вот аналогично. Вяжем головушку. Голову я буду вязать наизнанку. Кто с этим еще не знаком, сейчас я объясню. Вяжем точно так же. То есть вязание от этого не меняется. Кольцо амигуруми в кольцо 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я взяла другую ниточку потолще, потому что понадобится вышивка. Та ниточка у меня тонкая, и возможно, что не покажутся все петли, как вышивать на камере. Так, делаем 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. 1, 2 в один, 1, 2 во второй, 1, 2 третий, 1, 2 четвертый, 1, 2 пятый, 1, 2 шестой. Теперь нужно провязать 1 петля, прибавка, 6 раз, петля, 2 прибавка, петля, 3 прибавка, 1 четвертая прибавка, 1 столбик, 5 прибавка, столбик,
шестая прибавка, четвертый ряд, 2 столбика прибавка, повторяем 6 раз по кругу, 1, 2, прибавка, 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 1 столбик, 2 столбик и прибавка 2 в 1. Пятый ряд, 3 столбика прибавка, повторяем 6 раз, 1, 2, 3, прибавка, 1, 2, 3, вторая прибавка, 1, 2, 3, третья прибавка, 1, 2, 3, четвертая прибавка, 1, 2, 3, пятая прибавка, 1, 2, 3, шестая прибавка. Шестой ряд вяжем 4 столбика прибавка, 1, 2, 3, 4, прибавка, первая, 1, 2, 3, 4, вторая прибавка, 1, 2, 3, 4, третья прибавка, 1, 2, 3, 4, четвертая прибавка, 1, 2, 3, 4, пятая прибавка, 1, 2, 3, 4, шестая прибавка. У нас в кругу получилось 36 петель. Нужно провязать следующий 7 ряд по кругу 36 столбиков. Провязала 7 ряд просто по кругу без всяких прибавок. 8 ряд вяжем, снова будем прибавлять. Прибавляем через 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5 столбиков прибавка, 1, 2, 3, 4, 5 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 прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, последняя прибавка. И вот смотрите, на лицевой стороне у нас лицевая сторона получилась вот такая вот буклированная, да, и здесь прям, ну, очевидно виден круг. Мне это не нравится, потому что буду вышивать глазки. И, в общем, вот эта вот зернистость, она мне не нужна. Изнаночная сторона, она более гладкая по сравнению с лицевой. Поэтому я буду вязать все то же самое, только у меня теперь изнаночная сторона станет лицевой, а лицевая изнаночной. То есть я буду вязать не вот таким образом,
чтобы на себя работа шла, а от себя. Вот так. У нас получилось в этом ряду 42 столбика. Нужно провязать еще 8 рядов без всяких изменений по 42 столбика с 9 ряда по 16. Так, 17 ряд у нас. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 5 прибавок. 1 прибавка. 2 прибавка. 3 прибавка. 4 прибавка. 5 прибавка. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 прибавок. 1 прибавка. 2 прибавка. 3 прибавка. 4 прибавка. 5 прибавка. Это мы вывязываем сейчас щечки. Формируем от личика. И дальше 21 столбик до конца ряда провязываем без всяких изменений ровно. В ряду у нас получилось 52 столбика, и нам надо провязать 3 ряда по... 52 столбика, правильно сказала? 18, 19, 20 ряд надо провязать без всяких изменений по 52 столбика. Так, у нас 21 ряд. Вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И нужно сделать убавки. Можно сделать обычным способом за обе полупетли и провязать. Но я буду делать потайные убавки. Я ввожу крючок за заднюю полупетлю снизу вверх, вторую петлю сверху вниз. Вот таким вот образом прихватываю и провязываю. Первая убавка. Вторая убавка. Третья убавка. Четвертая убавка. Пятая убавка. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Снова делаем 5 убавок. 1, 2, 3, 4, 5. И до конца ряда вяжем 20 столбиков ровно, без всяких изменений. Я закончила 21 ряд, теперь 22 ряд. Здесь у нас получилось 42 столбика. 22 провязываем 42 столбика по кругу без всяких изменений. Вяжем. 23 ряд. Убавка. И столбики без накида. 24 столбика. 1, 24. Делаем убавку. Дальше 2 столбика. Убавка. 6 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убавка. И 2 столбика до конца ряда. Провязали.
24 ряд. Делаем снова убавку. 22 столбика ровно вяжем. 22. Делаем убавку. 2 столбика. Убавка. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Убавка. И заканчиваем ряд 2 столбиками. 1 и 2. 25 ряд. Столбик. Убавка. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 прибавки. 1 прибавка. 2 прибавка. 3 прибавка. 4 прибавка. Это мы сейчас вывязываем подбородок. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка. И до конца ряда мы провязываем 9 столбиков без изменений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Наполняйте деталь по мере вязания. Так как у меня деталь будет большая голова, я могу сделать это все в конце вязания. А вы смотрите, если вяжете тонкой пряжей, наполняйте, чтобы потом не было проблем. Шея будет достаточно узкая. 26 столбик убавка. Ой, 26 ряд, что такое говорю. Убавка 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убавка. Столбик. Убавка. Столбик. Столбик. Убавка. Столбик. Убавка. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убавка. 8 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ряд у меня окончен. Следующий ряд 27. Вяжем 2 столбика. 1, 2. Теперь нужно столбик убавка повторить 3 раза. Столбик. Первая убавка. Секунду. Столбик. Вторая убавка.
столбик, третья убавка. Теперь в обратном порядке. Убавка, столбик нужно повторить 3 раза. Первая убавка, столбик. Вторая убавка, столбик. Третья убавка, столбик. И 10 столбиков до конца ряда без изменений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующий ряд 28. Вяжем 2 столбика убавка, повторяем 6 раз. Закончила 28 ряд, и 29 ряд надо просто провязать по кругу 18 столбиков. И нить можно обрезать. Обрезать и заполнить вашу деталь синтепоном. Заполнила наполнителем, и вот там, где делали прибавочки, мы вот эти вот места щечек, вот так вот сюда нужно поднапихать его побольше. Даже не то, что побольше, а просто разрыхлить. Вот. Таким образом, сейчас мы будем делать утяжку. Утяжку, и самое для меня сложное — это вышивка. Так, обрезаю ниточку, ту же самую, из которой вязала, в длинную иголку. И вот смотрите, где мы делали ряд. Ну, он прям виден, этот ряд с прибавками. И вот от него получается второй ряд без прибавок, да. Вот первый ряд мы не трогаем, и вот во второй ряд. Где-то, наверное, чуть ближе к центру, чем к середине. Будем прокалывать, протягивать нитку. Узел мы не делаем, прокалываем в отверстие для шеи и выводим, ну, где-то вот так вот. Вот здесь вот я выведу поближе к центру иглу. Какую-то часть, отрезок оставляю свободным. Раз, два, в третью петлю прокалываю, вывожу иглу снова в отверстие для шеи, подтягиваю и концы стягиваю узлом. Один раз и второй зафиксировать. Это вот первая утяжка для щеки. Теперь нужно сделать симметрично с другой стороны. Посмотрели, какой ряд у нас. Здесь отсчитываю в третью, снова протягиваю нитка по верху и снова стягиваю с тем хвостиком, который оставляла внутри, стягиваю узлом.
Если вам не очень нравятся ваши утяжечки, можно пройтись еще раз. У меня вроде как все устраивает, слишком щекастая личико мне не нужно. Так, теперь я ввожу вот там, где уже утягивала, да, в это же самое отверстие в самый первый раз. Вывожу сюда ниточку. И вот на одну петлю выше прокалываю с обратной стороны, делаю вот такую вот стяжечку. И прошью немножко. Чтобы вот эта вот часть немножечко у меня вот так сюда была прихвачена вовнутрь. Вот так. Как бы формируя углубление для глаз. Прошила. Смотрим, где у нас будет носик. Ну, здесь уже зависит, наверное, от ваших личных предпочтений. Его можно сделать подлиннее или покороче. Что делаем? Вот так протягиваем сюда, где я хочу, чтобы он был. Наверное, здесь. Вот так протянула сюда. Там, так как мы прошили несколько раз, уже эта нитка никуда не убежит. Она так и будет там вот зафиксирована. И вот так вот несколькими стежками с этой стороны и прокалываем, чтобы была симметрия. Не стягивая. Но и не так, чтобы оно все это висело дело. Вот так. Бороздками. Делаем нос. В одну и ту же петлю все время вкалываю, но из-за объема он немножечко, вот эта вот часть сюда будет так подниматься. Это как раз то, что мне нужно. После того, как сделали эту вот вышивку, допустим, вы понимаете, что вам уже достаточно вот этих стежков. Мы будем делать переносицу. Вообще не люблю вышивать и не умею. И для меня легче связать еще несколько фигурок, чем вот эта вот вышивка. Теперь нужно туда-сюда прошить, слегка-слегка совсем стягивая, формируя переносицу. Первые стежки совсем будут слабые. Чтобы не повредить вот эту часть. Если будете стягивать, конечно, оно там все стянется.
здесь пошире, и чем выше к бровям, прошиваем поуже. И уже немножечко посильнее стягивая. Можно еще раз пройтись. Так, теперь мне нужно вышить глазки. Как я это делаю? Исходное положение, нитки будут у меня чуть-чуть выше, чем вот делали утяжку, да, вот с правой стороны, где у нас была петля, которая вот правее сюда к уху. И вот таким вот образом мне нужно прошить веко, прошить несколькими стежками века с одной стороны, а потом точно так же сделать симметрично с другой стороны. Не нужно стягивать сильно. И считайте, наверное, количество стежков, чтобы повторить с другой стороны. Допустим, у меня 4 стежка. И теперь вот эти стежки я начинаю обвивать. Обвивать и укладывать на стежки ровно пряжу. Так, я, пожалуй, поменяю иглу. Ой, пряжу заменим, не хватает. Вот смотрите, я продолжаю обвивать. Такую здоровую нитку взяла, чтобы не заменять лишний раз, она путаться начала. В общем, вот, получается вот такое вот веко. Теперь я ввожу, и мне нужно, ну, таким же способом сделать сам глазик. То есть сначала я буду какое-то время прошивать туда-обратно стежками. Только сейчас уже будет у меня не в одну петлю, а ниже до щеки. Допустим, 3 стежка сделала, чуть-чуть ниже опущусь, снова прошью. Если кто-то знает какой-то другой эффективный способ вышивки, пожалуйста, в комментариях давайте дружить, давайте обсуждать, давайте вместе стремиться к совершенству. Я никогда не против. Так. Смотрите, чтобы глаз сильно не пучил. Извините за выражение. Как по-другому сказать? На выпучку был.
В общем, с синонимами тоже у меня беда, видимо. Потому что будет легкая тонировка, и нам не нужны жабьи глазки, которые будут на выпучку. Вот я думаю, что мне здесь достаточно уже. И последний стежок я проколю в угол глазика и выведу вот в место предполагаемое для бровки. В принципе, все достаточно просто. Особенно для тех, кто дружит с иглами. Так. И я хочу вот так вот, чтобы у меня бровка, да, была. Таким же способом делаю стежки. Допустим, 1, 2, 3. Но мне же не нужен вот такой вот. Что я тут накрутила? Морских узлов. Такая короткая бровка мне не нравится. Мне так не надо. Мне надо, чтобы она сюда пошла. Поэтому я вот так еще сделаю. Здесь будет поменьше. Здесь у меня было 3 и еще 1, да, 4. Здесь я сделаю, это у меня 1 стежочек. Не стягиваем. Ну, пусть будет 3. Здесь 4, здесь 3. Два, 3. И сюда. О. И снова буду обвивать. Не критично. Сверху вниз, снизу вверх. Главное, чтобы вот эти вот колечки, ну, достаточно ровно укладывались рядом друг с другом, не наползая, иначе будет где-то толще, где-то будет наоборот пробелы. Некрасиво. Хотя, опять же, может быть, вам именно так красиво. Делайте, как вам нравится. Навиваю. Навиваю в следующий вот этот наш отрезочек. Возвращаю в первый. Потому что, видите, лысовато здесь получится. Возвращаю в первый. Вот так. И снова вот в этот второй. То же самое нужно сделать со вторым глазиком. По возможности симметрично. Ну, небольшая асимметрия не страшна, все мы немножко косоватые, и в этом, наверное, даже какой-то есть свой шарм. Второе я не буду вам показывать, а вывезу сейчас сразу губам. Губы немножко там у меня, я потом сейчас синтепоном. Имейте в виду, что здесь будет фиксироваться проволока, поэтому до каменного состояния набивать не нужно. Нам там какое-то местечко понадобится, чтобы эту голову вставить в тело, зафиксировать. Так, вот мне где подбородок, где мы делали прибавки по нижним рядам. Вот. Где-то посередине, получается, у меня будет рот. Верхняя губа чуть меньше, а нижняя чуть больше. Это получается, опять же,
ряды со свободными от утяжек петлями можно приложить ниточку и посмотреть, как вам нравится, где он будет, ротик. В общем, всегда можно немножко подраспороть, если прям совсем не понравилось, и переделать. Ну вот верхняя губа у меня будет, наверное, на ширине самого носа. Где она у меня, иголка? Нет, наверное, чуть больше сделаю. Сейчас посмотрим. Это всегда как в первый раз, не знаешь точно, что получится. Чуть шире. Так, и смотрим, вот здесь у меня будет. А может и не будет. Так, да? Опять же делаю несколько стежков. И навиваю на них нитку. Навиваю петельки. Допустим, у меня на верхней будет 3 стежка, на нижней будет 4. Это у меня сейчас будет 3. Так сделала и начинаю также навивать. Аккуратненько. Ну и кто рассматривал работу поближе, тот, наверное, уже понял, по какому принципу делались волосы. Все делалось абсолютно так же. Также прошиваются какие-то бороздки, а на них накручивается нить. Так. А я, наверное, сделаю одинаковых их по длине, но нижнюю сделаю просто потолще. И так как она еще и пониже рядами, она немножко будет выглядеть иначе. Допустим, 4 у меня здесь стежка получилось. Я их обвиваю и посмотрю, что из этого получится. Если прям совсем не понравится, всегда можно убрать. Сильно только не усердствуйте, нитки тоже не любят трепки. Это как будто бы улыбается. Спрячу, достаточно там уже крутить. Прячу я, как обычно, где-то там внутри. Получается вот такое личико. Волосики таким же способом накручиваем. Вот здесь уже можно, чтобы нитки не лежали одна к одной, можно в произвольном каком-то порядке. Помните, что это у меня черновая головушка. Вот такая вот
головушка у меня получилась из бронзового пряжи Коко. То есть все делалось то же самое. Накручивала, также прошивала, накручивала, только уже побольше. Вот это вот очень кропотливое занятие. Вот намного проще, наверное, связать еще одного человечка, чем заниматься прической. Так что включайте какой-то любимый свой сериальчик, и вот под сериальчик сидите и вот накручиваете. Хотя вполне можно крючком сделать прическу, но мне хотелось именно имитации вот скульптурной какой-то, или резьбы по дереву, или скульптурной какой-то работы. Поэтому я сидела, конечно, и вот это вот все. Так, вот здесь смотрите у меня, как получилось интересно. Тело чуть-чуть потемнее, чем ноги и руки. Это было сделано не нарочно. Я покупала пряжу, но почему-то она у меня разных оттенков получилась. Несмотря на то, что в одной упаковке шла. Смотрите, чтобы таких проблем не было. Так, ну вот. Ангелочек, вполне можно сделать из него любую какую-то куклу. Из этого. Так, значит, теперь мы будем делать крылья и уже обработку пальчиков. Покажу, как это все дело стянуть. То есть скоро мы закончим эту работу. Так, смотрите, я это уже все сделала, голову подшила после того, как сделала вышивку, чтобы лишний раз потом всю работу не трепать. После вышивки волос подшила голову, и теперь мне нужно пальчики в порядок привести, да, такие вот они у нас, растопырочки. Я беру ту нитку, из которой все это дело вязала, где-то так, опять же, издалека начинаю, прокалываю большой пальчик, где-то немножко посередине. Делаю петельку. Так, фиксирую ее. И теперь через все пальчики, вот так вот собирая их на иглу, немножечко вместе их подтягиваю. Подтянула. И обратно, но уже ближе к самой стопе, чтобы вот этот бугорок убрать. Мне его тоже нужно подтянуть. Опять же вот так раз, вывожу в этот бугорочек. Не сильно стягивая, чтобы дырок не было здесь, но так, чтобы они уже не разъезжались. И еще раз, но уже нитка будет идти внутри самой стопы. Видите, вот так уже аккуратненько собраны пальчики. Еще раз там где-то ее протяну и обрежу. То же самое делаю с другой ножкой. Здесь мне удобнее будет с мизинца начать. Все равно откуда.
Главное теперь их вот эти пальчики все вместе присобрать. Сделала петельку, собираю пальчики в один ряд. Прошиваю. Снова вот этот вот бугорочек, чтобы не убрать его сюда. Вот, видите, как теперь аккуратненько пальчики встали, как нужно. То же самое смотрите с ручками. Если вам не нравится положение пальчиков, вы точно таким же образом можете присобрать пальчики на ручке, сделать как вам больше нравится. Я еще пока не придумала для этого ангелочка положение, поэтому, ну, пока меня как бы эти пальчики устраивают, как они есть. Пока пусть будет так. А дальше я уже буду смотреть. Теперь тонировку я делаю обычным простым карандашиком. Слегка подвести под бровями, под. Не надо прям совсем украшать. Под веком, под глазиком. С этой стороны то же самое. Под веком, ой, под бровкой. Потом вот так под веком и под самим глазиком. Вот так. Можно чуть-чуть под носиком. Много не нужно, это будет чумазый. Ну и смотрите, губы я пока трогать не буду, они у меня получились достаточно объемные. Может быть, я потом как-то сделаю еще по-другому. Так, и то же самое здесь под прической, и может быть какие-то отдельные прядки затонировать, хотя здесь я прям наколбасила так знатно, и хорошая такая прическа получилась. Но слегка вот все равно вот тут вот можно это оформить. И будьте аккуратны, потому что потом карандаш, ну его прям практически невозможно будет убрать. И не берите сильно мягкий. Дважды мягкого вполне достаточно. Иначе может потом растираться. Будет работа чумазая. Даже не знаю, что у меня за карандаш, огрызок какой-то. Так, и можно вот здесь немножечко тоже оформить переносицу. Но опять же, прям совсем слегка. Сильно не нужно. Ну и осталось нам сделать крылышки.